Всем привет, друзья! Вы на канале Фаранги, и мы к вам с долгожданным выпуском. Давно не виделись, сегодня мы будем снимать 80 уровня фарангов, у которых здесь семья, дом, бизнес. И мы расскажем, как этот действующий бизнес функционирует, как ребята зарабатывают себе на жизнь, как они живут. Поэтому, Лиза, что бы ты хотела показать сегодня? Я хочу показать семейный быт, пораспрашивать ребят, как они здесь справляются со всей своей интересной такой харизматичной семьей, что им на Пангане нравится, чего им здесь не хватает именно в этом контексте семейной жизни. А самое интересное, это что их побудило переехать из Бангкока, где они жили раньше, на остров Панган. Поэтому мы начинаем задавать вопросы, слушать ответы, ждем ваших комментариев и погнали! Фаранги. Канал о жизни в тропиках. Ой, классно здесь, да? А где ребята? Всем привет! Рит, ты поражаешь меня просто своим артистизмом, я даже в носках вышел. Женя так не ожидала, думаю, что просто выбежал в носках. Вау, а что это за машина? Это Этрикар. Это машинка, на которой я доставляю свой чай. Этри. Так что заказывайте. Этри Клаб. Выглядит как тизер к какому-то очень большому проекту. Ходить прокачу, садись. Это Рита. Рита живет здесь со своей прекрасной семьей, со своим мужем Леоном, с сыном Номом. И сейчас он расскажет про то, как она здесь ведет бизнес и какой у нее здесь лайфстайл. Между прочим, помимо того, что Рита бизнесмен, мама блогер, удалила Инстаграм и тренируется со мной и превращается в биологическое оружие номер 1 на острове Копанган, она еще и занимается чаем. Рит, расскажи, пожалуйста, что ты тут вообще делаешь на острове Копанган? Я вот все вот это и делаю. Все, что он рассказал, я то и делаю. Просыпаюсь с утра, и вот это одно за другим, все то и делаю. Пойдемте в дом, покажу. Так, ну на эту виллу мы заехали где-то полгода назад. Это не наша вилла еще, пока что мы ее арендуем. Мы находимся в процессе строительства своего дома. Вот, заехали сюда, это вилла на 4 комнаты. У нас есть комната для наша спальня, есть комната для ребенка, у нас маленький сын, няня и гостиная для... Не гостиная, а гостевая. И гостиная. Но мне нравится, что эта вилла очень качественно сделана, и видно, что здесь прям не поскупились на детали. Очень приятный минималистичный стиль, что для Пангана на самом деле редкость, потому что здесь дома любят пестрить яркими оттенками. Ребята, которые строили эту виллу, они строили ее для себя. Просто у нас с ними появились некоторые деловые отношения, и мы теперь живем в их вилле, пока строится наша. То есть в целом это не под сдачу, а для жилья, поэтому, мне кажется, она отличается качеством. Чувствуется вот реально. Чувствуется. Скажи, пожалуйста, вот мне бросается в глаза вот это пространство. Здесь я вижу несколько увлечений. Во-первых, откуда эта картина и кто такую картину изобразил? Изобразил мой друг из Питера, Вова Цыган. Это он рисовал мне под заказ, а эту я у него купила. Это из его коллекции, мне кажется, она в стиле кубизм такая интересная. Вообще вся эта стена, мне кажется, отражает наши семейные ценности. То есть мы любим спорт, мы любим искусство, мы любим ярко как-то активно жить, не скучно. Тут у нас есть правила дома. Задача хорошо кушать, быть честным, обниматься, ну и быть горячим — это только для взрослых. Рит, тут мячики, да, хранятся? Да, ты можешь открыть, feel free. Мой дом, твой дом. Опа! Открывай, хочешь посмотреть? Реально? Конечно, можешь открыть, ничего страшного. Это Вау! Я Кока-Колу так люблю. Да, ручки Классический женек. Классический женек. В каждом обзоре какая-то вот такая вот шняга, сорян. Риточка, а что это еще за коробка такая? Это коробка из моей коллаборации Этри с московским брендом косметики Киброк. Вот здесь видно Этри, здесь Киброк. В таком виде я продаю свой чай в России. Я продаю в компании коробки, они наполнены, там весь ассортимент моего чая, соответственно, и косметика от Киброк. Дождик пошел. Дождик пошел для Таиланда, это база. Ну что, ребят, я могу от себя сказать, что меня просто офигенно впечатлил продукт Риты, потому что я всегда хотел попробовать листья папайи. Говорят, что они очень полезны не только для женского здоровья, но и для антиинфламатории эффекта, то есть противовоспалительные, для пищеварения. И я реально могу сказать, что мой слабый ЖКТ не вывозил эту жизнь, особенно в Таиланде, в Азии или где-нибудь в Индонезии. А после того, как я познакомился с листьями папайи от Риты, я взял уже ну минимум 10 пачек, да? Да, ты знаешь, что у меня есть?
есть, я тебе сейчас покажу. Давай. Ну, чай папайя ты уже видел мой. И я сделала его еще концентрированный в холодном виде, чтобы пить его после тренировки, потому что папаин, как мы знаем, он помогает усваиваться белку. И от крепатуры после серьезной тренировки, еще когда не можешь встать потом, чтобы все это предотвратить, после тренировки, еще разок после тренировки, чтобы Еще было разок понятно, после тренировки. выпиваешь бутылочку, чувствуешь себя намного лучше. Твои мышцы растут быстрее, крепатуры нет. Личное мнение, как тренера, как специалиста по здоровью с богатым опытом, для меня это был именно фурор, именно революция в моем пищеварении. И даже сформулировал я такой жизненный принцип. Качество жизни определяет качество стула. А мой стул после чая Этри всегда гораздо лучше, чем до чая Этри. На страже вашего стула. Я сейчас хряпну, короче, если полечу, не удивляйтесь. Какой вкусненький, я никогда... Он охлажденный, вообще другой, да, на вкус? Вообще скажи? другой, вообще. Я знаю, что ты легко переносишь горечь, а про тебя Женя говорит, что, например, тебе слишком горький чай папайя. Когда Женя очень много добавляет, то мне горький. Этот вообще не горький. Помимо прочего, я здесь на полочке, с вашего позволения, покажу гордость тайской культуры. Butterfly Pea Tea. Это тоже продукт, который будет продаваться, я надеюсь, в Podium Gym. Это кокосовая вода с Butterfly Pea, то есть это работает как природный изотоник. Это просто природный Gatorade. Я вообще люблю Butterfly Pea, но я никогда не пробовала еще его с кокосом, с кокосовой водой. Что скажешь? Ну, я теперь только с кокосовой водой, если честно. Кстати, с кокосовой водой залетает и протеин, и чай. Комбинация такая, очень-очень универсальная с моей точки зрения. Ого, пахнет прям. Мне нравится, что у Butterfly Pea есть такой характерный вкус гороха, и они с кокосом друг друга уравновешивают. То есть кокос становится менее сладким, а горох менее ярким. Да. Я вот сейчас ощущаю послевкусие прям очень приятное, потому что, честно тебе скажу от души, я ненавижу Butterfly Pea, когда я знаю. его добавляют куда-то, мне вообще не нравится, и он у меня стоит пакет почти нетронутый, поэтому будете теперь с чем замешать, замиксовать. Можно возьму вот отсюда еще один пакет? Я такого пакета даже и не видел в природе, ну-ка зацените. Это вообще гордость моей коллекции на самом деле. Это чай, с которого все начиналось. Asian Tea – это сбор из 7 абсолютно уникальных трав, китайских и тайских. Это природный адаптоген. Да, я как тренер могу сказать, адаптогены работают мощнее, чем многие думают, и мощнее, чем многие препараты, которые ты можешь купить в аптеке. Например, если очень много выпить ромашки или какого-нибудь женьшеня, то будет реально ощутимый эффект. Хотим подтвердить на примере, поэтому если ты нам дашь попробовать какой-нибудь коктейль на основе этого, мы тебе расскажем, как оно Очень у нас важно, да, работает. правильно комбинировать все эти травы, потому что иначе эффект будет не достигнут. Будет тошнота, головная боль, вот это все. Тоже новый продукт, который мы сделали. Еще пока не готовы этикетки, буквально сейчас после съемок я пойду за этими этикетками. Ты выпиваешь и 90 минут просто упорного кача. Реально, остановиться не можешь. Если дома выпьешь, будешь по кругу вот так бегать. Возможно, наш оператор Димка разродится, и мы с ним когда-нибудь тренировку под чаем. Да, я все это вам отдаю, опять же. Из моего дома никто без подарков не уходит. Блин, мне нравится, что нам все демонстрируют для упорного кача именно. Упорный кач – основа качества жизни, поэтому… Это все вам с собой. Класс, класс, класс. Ну мы сегодня тогда чаем-то упоримся. О, а это моя Шерил. Шерил? Это твоя Где вы катаетесь? Тут же снега нет. Это вейкборд, Женечка. На вейкборде мы катаемся в Бангкоке и на Пхукете. Но, кстати, я знаю, что здесь ребята возобновили вейк-станцию какую-то небольшую, ты мне рассказывал. А мы, кстати, снимали обзорчик на фарангах на эту вейк-станцию и на Овнера, который открыл, осмелился на Пангане этот вид бизнеса. Говорят, он вообще не окупается первые несколько лет, но он настолько фанат своего дела, что решил это сделать. И мы это очень любим, потому что как бы вилл здесь настроят, как всегда, да, куча жилья, а чем здесь заниматься людям? Да, это правда. Рит, расскажи, чем вы еще таким активным занимаетесь, чего вам на Пангане не хватает, и что на Пангане присутствует из того, что вы очень любите? Я знаю, что вы падл увлекаетесь. То, что развивается культура падла и вообще ракеточного спорта, это очень круто. Хорошо, что до нас на Пангане это тоже дошло. А в Бангкоке, кстати, вообще сейчас на каждой станции метро открывается падл новый, и там прям такие классные, стильные ребята тусуются. И на Бали тоже я видела, мы приезжали вот месяц назад, там просто такие сумасшедшие центры строят. Ну вот мне кажется, нам надо ориентироваться на такие пространства, которые побольше, типа Бали и Бангкока, они уже все придумали по факту, и развивать свою комьюнити. Классно, что здесь остается на Пангане все больше и больше классных молодых людей, которые хотят здесь жить и хотят что-то давать острову. Не только приезжать сюда и потреблять, а что-то отдавать. Возвращаясь к теме падла, как тренер, хочу сказать, что я феномен этого вида спорта начал изучать, когда впервые с ним столкнулся. Первое утверждение, скажи, прав я или нет, ракеточные виды спорта удлиняют жизнь и позволяют развиваться когнитивным функциям, потому что есть сложные траектории и нужна большая ловкость. Так? Динь-динь! Будет такая галочка? Да, Правильный конечно, ответ. будет. Класс.
второй тезис. Как ты считаешь, так ли это, что падл является самым динамично развивающимся видом спорта в мире последние 5 лет? Я считаю, что галочка. Думаю, что Чат да. GPT тоже так считает. Да. И один тезис, наверное, финальный. Подтверди или опровергни. В этом сезоне Панган чуть-чуть преображается. И если предыдущие годы я лично видел бесконечно дрыгающихся танцоров, которые уставшие, липкие и перегретые скакали по острову под музыку, то сейчас я вижу совершенно другой контингент. Как ты чувствуешь? Панган абсолютно точно сейчас проживает какой-то переломный момент. Вот то, как было раньше, больше не работает. То, как оно будет, мы еще пока не знаем, но мы стоим точно у истоков. И мы, я считаю, правильно этим всем занимаемся. Каждый вкладывает свои навыки в будущее Пангана. Так, ну что, Женек уже поехал на тренировку, а мы решили проехаться с Ритой на стройку, посмотреть их стройплощадку, потому что стройка – это вообще наша центральная тема жизни сейчас. А я еще хочу позадавать Рите пару вопросиков, потому что мне очень интересно. Рит, вы одна из тех семей, которые в последнее время переехали из большого города на остров. Как вы вообще решились переехать из Бангкока на Панган? И какие вообще отличия вы наблюдаете в вашем быту, в вашей жизни? Я думаю, что здесь вообще сейчас неправильно поставлен вопрос в том плане, что мы познакомились с мужем на Пангане. И то есть наша семья образовалась на Пангане. Потом я была беременна здесь во время ковида, мы тут рожали. И потом мы поехали в Бангкок. И в целом мы так и живем, получается, на 2 города, на Панган и Бангкок. И мне кажется, что это лучшая комбинация, которую можно вообще придумать. Потому что прозябать все время на острове достаточно тяжело. То есть нужно сменять картинку, да, чтобы не поехать кукухой? 100% вообще. Менять картинку, чтобы вдохновляться, чтобы видеть что-то еще, знакомиться с другими людьми, потому что все-таки мы здесь живем в пузыре на Пангане. Мы и в Бангкоке живем в пузыре, потому что у нас нету никаких там друзей со школы, нету никакой школы, там нету никакого childhood, детства там наше не прошло. То есть, находясь в Таиланде, мы в целом живем в своем пузыре, который мы себе формируем. И его лучше, конечно, расширить на мегаполис типа Бангкока и остров нашего Пангана. И тогда тебе всего хватает, и ты там гармонично живешь. Получается, везде есть свои фишки, и вы дополняете эти фишки. То есть вы обеспечиваете там ребенку новому и одновременно секции развития, там разные интеркультурные там мероприятия и жизнь большого города. Но здесь, зато благодаря Пангану, у него реально настоящее такое детство с дачей, с морем, полазить вот это по джунглям, да, набить пару шишек. Мы чувствуем себя по-разному в разный промежуток своего времени. То есть вообще работа моего мужа, она завязана на физическом нахождении в Бангкоке. И он каждый месяц ездит в Бангкок. И иногда мы приклеиваемся вместе, ездим, иногда нет. То есть мы для себя решаем, в какой период времени мы где хотим жить. То есть иногда мы живем больше в Бангкоке и приезжаем сюда на дачу, а иногда, наоборот, мы живем больше здесь и приезжаем туда на дачу. То есть, мы как бы все равно находимся в двух местах. А если бы у тебя была возможность выбрать только одно место, Бангкок или Панган? Блин, обожаю вообще Бангкок. Просто, если честно, Бангкок — город моей души, как оказалось. О нем очень противоречивые есть мнения. Но ты знаешь, мне так подходит, и я его обожаю. Я бы выбрала Бангкок, но без возможности приезжать на Панган, наверное, не получилось бы. Да, я Бангкок тоже очень люблю, но еще я люблю вот этот островной вайб. И мне кажется, я когда жила в Киеве, я подсознательно мечтала о том, чтобы переехать куда-то на остров. Я думала между Бали и Панганом, и когда я познакомилась, я тогда еще не знала вообще о Пангане, когда я познакомилась с Панганом, я поняла, что я хочу жить именно здесь, потому что здесь вот прям квинтэссенция всех тех плюшек, которые я люблю в островной жизни. И плюс нет вот этого трафика, нет людей, которые мне не очень импонируют по духу. В общем, здесь как будто бы все срослось, и я сейчас смотрю, что Панган вот притягивает таких людей, как вы, и мне здесь очень комфортно развиваться. Строечка, такая уже привычная для меня картина. Да. Представляю, ты вообще каждый день на новой стройке, наверное, находишься. Да, это часто бывает вообще в последнее время. И я смотрю, что у всех качество строительства очень сильно отличается. У вас сейчас уже залит фундамент или нет? Нет, не залит. У нас, да, я не знаю, какой это, предэтап строительства, этап строительства. Мы пока, получается, установили вот эти сваи. Мы ласково называем наш дом торговый центр, потому что он достаточно большой получается. Он огромный вообще, я смотрю. Где-то 600 квадратных метров. Но у нас, потому что будет основной дом, бассейн и еще гест-хаус. Размахнулись, посмотрим, что из этого выйдет. Когда вы начали строительство? У нас было много времени потрачено на этапе переделывания, делания, именно на утверждение. Помнишь, мы еще тогда с тобой общались? Да. А именно, когда мы заложили сваи, я не знаю, я думаю, что, не могу тебе сказать, я думаю, пару месяцев.
Пару месяцев. Да. Но это пока что foundation works, это все занимает на самом деле достаточно много времени, вот этот этап, а потом должно все пойти быстрее. У нас ребята, это наши соседи, мы купили вместе землю с нашими соседями. Вот их домик маленький, вот он уже, смотри, уже почти готов. Для сравнения, домик, который совсем недавно начали, он уже достаточно хорошо построен. Ну, Рита, вы реально очень смелые ребята, дом на 600 квадратов еще для первого строительства, и еще и на Пангане, потому что здесь качество строительства на самом деле нужно контролировать в оба глаза, поэтому я вам желаю удачи, я очень хочу посмотреть промежуточный результат, посмотреть готовый результат. Поэтому я могу вам пожелать, чтобы ваша вилла качественно и быстро построилась. А вам, ребята, фаранги, я желаю подписаться на канал, поставить лайк. И, пожалуйста, пишите в комментариях, задавайте свои вопросы. Пишите, что нам еще спросить у фарангов и что про жизнь острова вам показать. Всем пока! Фаранги! Канал о жизни в тропиках.